Друзья, всем большой привет! Сегодня я нахожусь вот в таком вот красивущем месте. Посмотрите, полюбуйтесь. Сегодня я записываю разговорное видео на очень интересную для всех тему. Звучит эта тема так. Чем зарабатывать в деревне? На что жить в деревне? Как устроиться на работу в деревне? Ну и прочие вопросы около этой темы. Очень часто вы в комментариях спрашиваете, чем можно заработать, проживая в деревне, какую можно найти работу, как найти удаленную работу и так далее. Сегодня в этом видео я хочу с вами поделиться идеями заработка в деревне, а также хочу поделиться своим опытом удаленной работы, потому что очень многие спрашивают: Наташа, как устроиться на удаленную работу, как вы это сделали, как найти такую работу, очень много вопросов, и сегодня я буду раскрывать эту тему. Кстати, кто проживает в деревне, напишите, чем вы зарабатываете в деревне. Я думаю, другим людям будет очень интересно почитать такие комментарии. Напишите о своем опыте, я тоже с удовольствием почитаю эти комментарии. Во многих своих видео я уже упоминала о том, что я работаю удаленно, проживая в деревне. Работаю удаленно я контент-менеджером в одном из интернет-магазинов, который у нас находится в России, один из крупнейших интернет-магазинов по продаже зоотоваров. Так вот, в этом видео я хочу поделиться о том, как я нашла такую работу, как я к ней пришла, как я на нее устроилась. Хочу поделиться своим опытом. Да, возможно, вы что-то возьмете из этого опыта и воплотите в жизнь. Также я хочу поделиться идеями по заработку в деревне, которые меня периодически посещают и которые я, возможно, со временем воплощу в жизнь. Возможно, у меня будут дополнительные источники дохода, но пока я не знаю, как у меня это получится или не получится. Учитывая то, что мне приходится совмещать много видов деятельности, сейчас вот находясь вот здесь, да, проживая в деревне, я одновременно и работаю 5 дней в неделю, 2 выходных у меня в неделю, по 8 часов я работаю, да, и одновременно ухаживаю за участком, что-то делаю по дому, вожусь с кошками, записываю видео для вас, занимаюсь блогингом. Ну и вкратце я вам расскажу, как я вообще устроилась на удаленную работу, как это у меня получилось, как я к этому пришла. В далеком 2018 году я тоже, так же, как и все, работала в офисе и работала примерно на такой же должности, на которой я работаю сейчас. И на тот момент встал вопрос о моем переезде. Мне нужно было переехать на съемную квартиру в другую часть города, и моя работа, где я работала, находилась в центре города, а съемное жилье я себе нашла на окраине города, более-менее подходящее мне по деньгам. И вот встал вопрос о том, искать ли работу возле этой квартиры, которую я снимаю на окраине города, либо кататься постоянно между работой и домом, очень-очень далеко, стоять в пробках и так далее. На тот момент я решила поговорить со своей начальницей и объяснить ситуацию о том, что мне очень далеко ездить, и она пошла мне навстречу, и так вот мы договорились, что я буду работать какое-то время удаленно и, возможно, где-то раз в неделю приезжать в офис для того, чтобы, посещать собрания какие-то с коллегами и так далее. В общем, так я стала работать удаленно. Еще тогда это было не настолько популярно, как сейчас. Не было тогда у работодателей такого интереса к удаленным сотрудникам, как есть сейчас. Вот. На тот момент это было очень в новинку, скажем так, и со временем все-таки моя начальница как-то вызвала меня и сказала, что: Наташа, мне нужен сотрудник именно в офисе. Не очень комфортно организовывать работу между сотрудниками, когда один из сотрудников находится удаленно у себя дома. Несмотря на то, что моя работа мне позволяла полностью работать удаленно, вне офиса, да, я работала в интернете и общалась с коллегами в интернете в том числе. Но, тем не менее, она мне заявила о том, что ей очень трудно организовывать работу, и мы с ней договорились так, что я ищу работу, которая ближе к моему дому, а она ищет нового сотрудника. И кто раньше встал, того и тапки, как говорится. В общем, мы полюбовно договорились так, и получилось так, что я нашла работу поближе к дому, поближе к съемной квартире, где я проживала. И работу эту нашла буквально в 20 минутах ходьбы от квартиры, которую я снимала, до новой моей работы, которая находилась в офисе на тот момент. Было где-то 20 минут пешком. Вот так вот я нашла еще одну свою работу, но уже на тот момент, поработав удаленно, я для себя поняла, насколько же это классно, сколько же экономится времени, если я не езжу с работы домой и с дома на работу. То есть вот дорога на работу – это определенное время. Там у кого-то по часу, по два выходит, у кого-то и больше.
И это наше жизненное время, друзья мои, которое мы тратим на то, чтобы сидеть в транспорте, в пробках. Тем временем это время можно использовать для своих каких-то нужд, для своих личных каких-то дел, там, приготовить себе обед, убраться в доме и так далее. То есть очень комфортно работать удаленно. И тогда я это для себя очень четко уяснила. И проработав какое-то время в офисе, недалеко от квартиры, которую я снимала, я опять же подошла к своему начальнику и сделала ему такое предложение о том, что есть ли такая возможность мне работать удаленно. Тем более был очень хороший повод. В наш отдел искали нового сотрудника, а для этого нового сотрудника не было дополнительного компьютера. Вот. И я предложила своему начальнику, что я буду работать удаленно, и если будет необходимость в этом, да, я буду приезжать в офис. Здесь сыграла роль выгода двойная, да, вин-вин. То есть и начальнику было выгодно не покупать дополнительный компьютер для нового сотрудника, и мне было выгодно то, что я буду работать удаленно и не тратить даже те 40 минут на дорогу из дома на работу и с работы в дом. В общем, так я снова отпросилась из офиса на удаленную работу. Как вы понимаете, тогда такая форма работы была не очень популярной, и работодатели очень осторожно относились к сотрудникам удаленным, да, и нехотя, скажем так, давали возможность работать удаленно. Но, тем не менее, я какие-то попытки все-таки делала. Потом был период в моей жизни, когда я решила кардинально сменить свой род деятельности. Это момент, когда я стала обучаться на преподавателя йоги, искать что-то смежное по роду деятельности, что-то похожее. Да. Какое-то время я вела йогу для детей в фитнес-центре. Также пыталась набирать свою группу, работать самостоятельно. И как раз это был 2020 год, год ковида. Год очень особенный, вы, наверное, понимаете, почему, да, когда всех людей посадили дома, и удаленная работа вдруг стала популярной и очень удобной для всех. Вот. И работодатели стали более лояльными к удаленным сотрудникам. Поработав какое-то время в фитнес-центре и посидев на карантине, на тот момент нас отпустили на карантин, я для себя подумала, почему бы не вернуться к прежнему роду деятельности, тем более, что сейчас это уже стало мейнстримом, это стало популярным, и работодатели, они не настолько уже настороженно относятся к удаленным сотрудникам. И я стала мониторить вакансии с похожим родом деятельности, который у меня был до этого, и нашла работу, удаленную работу в интернет-магазине, крупнейшем интернет-магазине у нас в России, который занимается продажей зоотоваров. И на текущий момент я уже 3 года работаю контент-менеджером. Многие подписчики меня спрашивают: Наташа, как найти такую работу? Но что я хочу тут сказать, у каждого человека есть определенный набор навыков, опыта, скажем так, из бухты-барахты. Если вы работаете слесарем, к примеру, да, и из бухты-барахты вы вдруг не станете удаленным сотрудником какой-нибудь IT-компании, да, понятное дело. И поскольку моя работа связана с интернетом, мне не составило труда найти удаленную работу, вакансию с похожим видом деятельности, да, как у меня была в офисе. Это в моем случае. Но что я хочу посоветовать тем людям, которые тоже ищут удаленную работу, которые хотят вести такой же образ жизни, как вот я здесь, да, проживая в деревне, одновременно работая за компьютером. Кто-то даже, может быть, ищет источники дохода не только удаленно, но и проживая в деревне просто, да. Так вот, я хочу поделиться некоторым алгоритмом, скажем так, по поиску работы для того, чтобы вести такой вот образ жизни. Вот как проживать в сельской местности и одновременно работать, зарабатывать денежку, да. Этот алгоритм заключается в следующем. Вы просто берете, садитесь и выписываете все навыки, которыми вы обладаете. К примеру, вы умеете рисовать в фотошопе, да, вам нравится там как-то корректировать фотографии в фотошопе. Берете, записываете. Умею работать с фотошопом. У какого-то другого человека это может быть другой навык, например, он очень увлекается микрофонами и знает, как хорошо записывать звук, как делать хороший звук, да. Ему нравится озвучивать какие-нибудь книги, например, да. Вам интересна вся тема со звуком, вы все об этом знаете, у вас есть навык, как сделать хороший качественный звук, как озвучить красиво
какой-то текст, да, вот вы берете и записываете этот навык себе в блокнотик. И даже вы можете устроить мозговой штурм для своих знакомых, друзей, родственников, да, поспрашивать их, а каким ты меня знаешь, да, что я лучше всего делаю. И вот друзья вам расскажут, друзья, родственники, знакомые вам расскажут, что лучше всего у вас получается. Если у вас самостоятельно не получается найти вот эти вот навыки свои, да. Опять же, у каждого человека есть за плечами опыт какой-то работы, да. Вы можете просто проштудировать, кем вы раньше работали, какими вы навыками на этой работе обладали, да, какие навыки у вас новые появились, что у вас получается лучше всего, что хуже, что лучше. Все вот это выпишите все, что вы умеете. Затем берете второй листок и на втором листке пишите, что мне нравится больше всего делать. Что я люблю делать? Я люблю, например, записывать видео. Я люблю монтировать красивые видео. Я люблю делиться своими эмоциями на видео с людьми, да. Я люблю рисовать что-то в фотошопе. Я люблю красиво оформлять какие-то интернет-страницы, да. В общем, у вас будет список из 2 листочков, да. В одном списке у вас будет написано, что вы умеете делать, а на втором листочке у вас будет написано, что вы любите делать. И почитайте внимательно эти листочки, сопоставьте. Я умею то-то, то-то, и это же я люблю делать. И если у вас будет вот такое совпадение по какому-то навыку, например, вы умеете это делать и любите это делать, да, бинго. Что вы делаете дальше? Дальше вы открываете HeadHunter. Это крупнейший сайт в России, который размещает вакансии о работе. Там можно найти как и сотрудников для себя, да, если вы работодатель, так и найти работу, если вы работник, да, разместив там свое резюме. Так вот, вы идете на этот сайт, может быть, какой-то другой, я не знаю, я пользуюсь HeadHunter. HeadHunter я сделала сейчас рекламу, конечно. Ну ладно, бог с ним. Так вот, вы идете на этот сайт и смотрите, какие есть вакансии с тем навыком, с тем родом деятельности, который лучше всего у вас получается и который больше всего вам нравится. И ставите там настройки такие, там можно в поисковике сделать настройки, чтобы обязательно эта вакансия была удаленно. Ищите именно удаленные вакансии, да, чтобы была удаленная работа. И вот так вот мониторите периодически HeadHunter на предмет того навыка, который вы у себя нашли, что вы лучше всего умеете делать и что вы любите больше всего делать. Вот. В Японии этот алгоритм называется икигай. Я вам сейчас его рассказала по-русски, разложила по полочкам искусство заниматься тем видом деятельности, который вам будет приятен, и с помощью которого вы сможете найти себе удаленную работу. Что делать тем людям, которые не находят вакансий по тому роду деятельности, который они для себя выбрали? Итак, друзья, мне пришлось прерваться на некоторое время, меня отвлекли дела, и это видео я продолжаю записывать уже в другой день. Так, на чем я остановилась, да? Если у вас не получилось совместить в триедино свои навыки, свои потребности и желания, интересы с вакансиями, которые сейчас есть на рынке труда для удаленных сотрудников, да, то можно рассмотреть такой вариант, что вы потихоньку будете чему-то учиться, либо самостоятельно, либо на каких-то курсах. Но я вот лично не люблю всякие курсы, я самоучка. Если мне что-то очень сильно интересует, я сама этому могу научиться, тем более, что сейчас в век интернета чему-то самостоятельно не научиться, обладая доступом к просто огромной библиотеке информации, да, но это глупо. Вот заходишь, все, что тебе нужно, заходишь на YouTube и смотришь видеоуроки. Более-менее как-то где-то рассказывается, как что делать, да. Поэтому если есть сильное желание, то можно даже научиться самостоятельно, без всяких курсов. Итак, если ваши навыки не соответствуют тем требованиям, которые есть для удаленной работы, да, вы просто идете и учитесь тому, чему хотите научиться. Не обязательно для этого увольняться с работы, с текущей, да. Можно потихоньку по выходным как-то пробовать тот вид деятельности, которым вы хотите заниматься удаленно, да. И постепенно, набираясь опыта, набираясь определенных навыков, вот так вот можно потихоньку искать работу вторую, да, на которую вы хотите перейти. Не обязательно для этого кидаться в омут с головой, да, увольняться с текущей работы и скорее бежать искать новую. То есть нужно подготовить платформу, аэродром, куда вы приземлитесь с одной работы на другой.
Дальше такой момент. Все думают, что удаленная работа– это обязательно сидеть за компьютером. Это не всегда так, друзья. Да, в большинстве своем профессий и вакансий, которые сейчас есть на рынке труда, они предполагают, что нужно сидеть за ноутбуком, за компьютером, но также вы можете заниматься удаленной деятельностью, не обязательно сидячи за компьютером. О чем я говорю? Вы можете производить какую-то продукцию, какие-то товары вы можете делать и продавать их, например, на Вайлдберрисе или на Озоне. Даже здесь, проживая в деревне, можно продавать что-то на Вайлдберрисе. Например, я вам понакидаю несколько идей. Например, можно собирать лекарственные травы, сушить их и продавать на Вайлдберрис. Можно заниматься заготовкой иван-чая, тоже сушить его, продавать на Вайлдберрис. Можно заниматься выращиванием рассады, продавать рассаду по весне, да. Можно также организовать у себя на участке питомник. Кстати, у нас в Нижегородской области есть очень много людей, которые разводят различные растения, как в питомнике у себя, да, и продают их саженцами, рассылают почтой по всей России. Опять же, через Вайлдберрис, через Озон это тоже можно сделать. Конечно, при таком роде деятельности вы не сможете сидеть 24/7 возле компьютера, да, но тем не менее какие-то навыки работы с соцсетями, с платформой Wildberries, Озон, какие-то навыки работы с компьютером вам все-таки понадобятся, да. Не обязательно для этого быть айтишником, программистом каким-то и так далее. Можно какие-то элементарные вещи изучить, и даже пенсионер сможет продавать свои товары на Озон. У меня, кстати, есть знакомая девочка, я сейчас приведу пример, она тоже из Нижегородской области. Надя, привет! Она занимается выращиванием томатов на своем участке. У нее большой ассортимент различных видов и сортов этих томатов. Также она выращивает малину, яблоки и делает из всего этого сушеные фрукты, либо делает пастилу, либо делает томатные чипсы или вяленые помидорки и продает это. Она уже достаточно успешна в этом, у нее есть уже постоянные клиенты. Вот вам как идея, почему бы и не реализовать тоже так же себя, проживая в сельской местности. Также вы можете посмотреть, поискать на Вайлдберрис, на Озоне, что сейчас продают люди, что сейчас популярно. Например, вот сейчас я смотрю на Озоне, очень сильно популярные букеты из сухостоев для декора различных помещений. Некоторые люди на своем участке выращивают вот этот сухостой, вот эти букетики создают и продают на Озоне, на Вайлдберрис. Это неплохой бизнес, кстати, друзья мои. Также вы удивитесь, наверное, сейчас я видела в продаже на Вайлдберрис даже сосновые еловые шишки, как природный материал для поделок. Не у всех есть время сходить в лес, насобирать этих шишек, когда завтра ребенку нужно сделать какую-то поделку к школе, например, да. В общем, чего только не продают сейчас люди в маркетплейсах, диву даешься просто, да. Вот вам, пожалуйста, идея. Заходите на Озон и на Вайлдберрис, смотрите, что люди продают, что сейчас популярно, смотрите на свой участок, что вы можете сделать, что вы можете продавать, и занимайтесь этим, да. Также, если вы не хотите работать удаленно, например, вы можете работать только физически, да, можете посмотреть, поинтересоваться, какие есть вакансии в той сельской местности, в которой вы собираетесь переехать или в которой вы живете. Не обязательно прям вот именно в этой деревне, именно в этом селе, можете в округе, в окрестностях. Наверняка есть рядом какие-то районные центры, посмотреть, какие есть вакансии там. Там, где есть более-менее какая-то инфраструктура, можно найти работу физическую, не обязательно удаленную, да, если вы намереваетесь работать физически кем-то, да. К слову сказать, вот такие вот вакансии, как электрик, сантехник и так далее, вы спокойно можете работать на себя. В окрестностях очень много людей, которые нуждаются в таких вот видах работ, как электрика, сантехника, что там еще, плотничество и так далее, да, то есть вы можете найти спокойно такой себе заработок и работать на себя, выезжая на адрес к клиенту, например, вот. Не обязательно работать на какого-то работодателя. То есть работа в любом случае, она всегда найдется. Только у нас почему-то есть такой большой стереотип, что если мы не в городе находимся, если мы где-нибудь в какой-то глуши, в сельской местности, то работы там практически нету. Это не так, друзья, это большой стереотип, это большая ошибка людей, это неверное убеждение, это заблуждение.
большой массы людей о том, что работы в сельской местности нет. Тот, кто хочет работать, тот, кто умеет работать, он всегда работу найдет. И даже если вы студент без опыта, да, можно набраться этого опыта, где-то подрабатывая, потихоньку, обучаясь чему-то там, тут. Нужно обязательно смотреть, какие есть вакансии. Никто вам этого не запрещает, никто вам не запрещает искать новую работу и сидеть на одной работе всю жизнь. Жизнь у нас одна, мы живем ее для себя, а не для кого-то, поэтому обязательно ищите то, что для вас удобно, то, что для вас комфортно. Вот. Обязательно ищите себя в чем-то, не останавливайтесь. Тем более, если вы задались такой целью, как переехать в сельскую местность и жить здесь. Да? Вот, я вам накидала таких вот идей, рассказала о своем опыте. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете на эту тему. У кого есть какие идеи, еще напишите в комментариях. Или поделитесь своим опытом, если вы проживаете тоже в сельской местности и работаете вот прямо вот на месте, либо у вас есть, возможно, удаленная работа. Поделитесь с другими людьми, я думаю, и моим подписчикам будет интересно почитать об этом, и мне самой тоже в том числе. Вот, друзья, я вам рассказала о своем опыте, накидала каких-то идей для заработка в деревне. Надеюсь, вам это видео было полезным. Ну а на сегодня все. Надеюсь, вам это видео было полезным. Ставьте лайк обязательно к этому видео. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. А послушай, что если счастье — это там, где ты и я? Живем себе, не горюем. Может, вот он какой настоящий дом. Дом, дом, дом. Где же он, наш милый дом?